Добрый день, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом моих ленивых голубцов. Но это не значит, что они для ленивых. Голубцы просто вкусные, и времени на их приготовление нужно меньше. Итак, через мясорубку прокручиваем мясо, капусту и лук. У меня фарш из курицы и кролика. Капусту я тоже прокручиваю через мясорубку, не шинкую ее мелко. Кстати, это отличный вариант для тех, кто вечно ковыряется в еде, вытаскивая оттуда то лук, то кусочки капусты. Далее высыпаем сюда отваренный до полуготовности рис, он должен быть остывшим. Вбиваем одно яйцо, всыпаем соль и черный молотый перец по вкусу и перемешиваем все до однородности. Весь список ингредиентов с точным их количеством я, как обычно, укажу внизу под видео. Далее противень смазываем растительным маслом. Я делаю это с помощью масла-спрея от фирмы Gituva. Оно имеет удобный носик для распыления, что позволяет быстро смазать любую форму, не испачкав ни руки, ни кисточку. Теперь из полученного фарша формируем тефтели размером с мандарин и выкладываем их на противень. У меня противень размером 30 на 40 и высотой 5 см. Из данного количества ингредиентов получается 20 штук тефтелей. Пока отставляем их в сторону и приготовим соус. В сковороде разогреваем 50 грамм сливочного масла и 2 столовые ложки растительного масла. Чтобы масло быстрее растопилось, я его нарезаю на маленькие кусочки. Высыпаем сюда 2 мелко нарезанные луковицы, перемешиваем и пропускаем через пресс 3-4 зубчика чеснока. Пассеруем до мягкости лука. По времени это занимает 2 минуты. По желанию чеснок можно мелко порубить ножом. Затем добавляем натертую на крупной терке морковь. Снова перемешиваем и тушим 3-4 минуты. Моркови нужно 2 средних штучки. Вливаем консервированные томаты в собственном соку. Здесь у меня 400 грамм. Берите сразу мелко нарезанные. Далее соус по вкусу солим. Всыпаем 1 чайную ложку сахара. Я всегда добавляю сахар, если использую томаты. Получается более сбалансированный вкус без ярко выраженной кислоты. А также добавляем еще по вкусу черный молотый перец. Перемешиваем и тушим буквально 1 минуту. А в это время в другой миске соединяем 300 грамм сметаны, у меня жирностью 20%, и 1 столовую ложку муки. Делаем это для того, чтобы сметана не свернулась и соус был погуще. Выкладываем сметану в сковороду к овощам и перемешиваем. Теперь вливаем 100 мл горячей воды и снова перемешиваем. Вода не должна кипеть, берем приблизительно 80 градусов. Даем соусу прогреться и выключаем огонь. Доводить до кипения не нужно. Также, если необходимо, на данном этапе соус можно досолить и доперчить. Раскладываем соус по тефтелям и сверху плотно закрываем противень фольгой. Ну а больше вариантов приготовления вторых блюд вы найдете на моем канале в плейлисте «Горячие блюда». Ссылку на плейлист вы сейчас видите в верхней части своего экрана.
Ставим в нагретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Затем аккуратно убираем фольгу. Смотрите, сколько образовалось жидкости. Возвращаем противень в духовку еще на 20-30 минут. Температуру оставляем той же, 200 градусов. Запекаем ленивые голубцы в обычном режиме, вверх-вниз. Вот и все. Очень вкусное и сытное блюдо для всей семьи готово. Как видите, база та же, что и в обычных голубцах. Мясной фарш, рис, капуста, но менее трудоемкий процесс. Не нужно отваривать целиком капусту, отделять листья, заворачивать голубцы. И подливу в данном случае я делаю сливочно-томатную. Пробуйте приготовить, уверена, что вам тоже очень понравится. А какие вам больше нравятся голубцы? Ленивые или нет? Мне нравятся и те, и другие. Все зависит от настроения и свободного времени. Рецепт можно и почитать на моем канале Яндекс.Дзен, это просто. Ссылку на текстовый вариант я оставлю в описании под видео. Желаю вам отличного настроения и хороших выходных. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».